Раз, ну, Польша плохо, значит, туда поедут. Поэтому люди, мир же изменился. Что эти болваны при власти не понимают? Что мир сегодня уже не тот. А они действуют как вот эта коммунистическая кагибистская шобла, которая ничему, ну, оно и не могло научиться. Как оно может научиться? Они на это и не учились, на менеджмент, у них что, знания есть, образование есть. Нет. И то, что сейчас пошел кадровый чехарда, карусель, обвал, и начались вот эти массовые отставки, как известно, Кирилл Тимошенко написал заявление по уходу по собственному желанию. Но это один из ближайших. Это член внутренней команды, да. Это такого уровня, как был Баканов. Вот, он ушел уже теперь от этого Зеленского. Плюс там и зампрокурора убрали, плюс Резников убрал замминистра обороны, который за харчи, за яйца там отвечал, как Резников объяснял, что по яйцам техническая ошибка была. Вот, да, как Лукашенко говорил, взялся за масло, яйца пропали, взялся за яйца, мясо пропало. Так и у Резникова. Вот, то есть ничего хорошего нету. И там еще министров всяких снимают, потом этого друга типа Шмигаля нашли, а теперь говорят, что вроде его там и где-то были деньги 400 тысяч, вроде и не было их. То есть все такое, оно поганое. Министры там уходят в отставку, тут еще какой-то там тоже один из замместителей Арахамии где-то там на этих Печерских горбах это что-то построил на делянке, там как раз есть кладбище Зверинец. То есть везде какие-то отставки пошли, процессы. Правда, у Залужного никто в отставку не подал. А ну тоже должен кто-то уйти. Например, Шептала, потому что генеральный штаб абсолютно провалился. Ни одного наступления нет после Херсона. Огромные потери, неудачные операции, Солидар потерян, Солью и Кощеевкой непонятно, с Ореховым на запорожском направлении непонятно, Сватова Кременную не взяли, не пробили туда. То есть четко видно, генеральный штаб Шептала он не справляется с обязанностями, он же кушает наши народные деньги, сколько жизней уже потеряли, что там уже исчисляются в день потери украинской армии, четко же заявлено западными структурами, трехзначным числом в день. Зеленский об этом не говорит. Конечно, лучше говорить про отставки. Надо правду сказать. Ну и страна банкрот, надо что-то со Шмигалем делать. Экономика абсолютно. И офис президента, это там этот паренек, этот сын этого соратника и очень близкого человека Шурма, у Медведчука, он просто, дитё, нельзя же дитё, да такие, он еще что-то там про реформу, налогов говорит, что он знает, что ребенок может знать, так же нельзя, товарищи. Хотя если у Зеленского, как самокатчик, премьер-министр, говорил, что у него туман там в голове, то тут как бы все понятно. Что ж, тогда можно впаривать в эту голову что угодно, она будет совсем соглашаться. Говорит, грузите апельсины вагонами или как там, чем. Так что тут как бы тоже все ясно. То есть вообще, тупость везде. От такого уровня тупости, коррупции, взяточничества, наглого усиления диктатуры. Слышите, Буданов, главное разведуправление, встретился и сфотографировался вместе с Малюком, исполняющими обязанности главы СБУ, что у них братство там и так далее и прочее. А все остальное вражеские нарративы. Так подождите, Киреева кто убил? Вражеский какой? Буданов, кто убил Киреева, Малюк? Вы расскажите, СБУ его убило прямо возле центрального офиса. Он был Буданова агентом или не был? Давайте расследование, кто убил, фамилии назовите. Так же, как в Минобороне, в списке есть продукции, назовите, кто подписывал Резников, не подписывал или как. Что же вы дурочку ломаете? Слышите? Надо, враг узнает. Да и враг и так все знает про вас. Он еще, вы не родились, он уже все про вас знал. Медведчук вообще все знает. Вы же думаете, отдать Медведчука кто отдал? Ермак отдал. С Тарановым вместе. Таранова отправили в отставку? Нет, не отправили.
То есть, ну что вы, дурака, что, думаете, все дураки, а вы самый умный, Зеленский? Или как? Или прояснение началось? Я думаю, еще раз все-таки, смотрите, ситуация такая. Запад все глубже входит вот в эту кухню, механику. Где деньги? Слышишь? Где деньги, друг? Ты же расскажи, кто деньги забрал, говорит. Вот. Поэтому он видит, что куда-то часть денег все время, которые он дает, пропадает. И все остальное, видно, там амуниция пропадает, товары какие-то, вот все что-то, видно, какая-то идет очень высокая усушка и утруска, да? Поэтому, естественно, они от Зеленского требуют и от всех остальных говорят, так пустите нас, мы посмотрим, где же там, на каких этапах идет усушка и утруска и утечка. И потихоньку вот это НАБУ, САП и так далее, там, как говорится, их люди сидят, они потихоньку, так сказать, тук-тук, говорит, принесли посылку для вашего мальчика. Тимошенко, там, этого другого, там, Халимона или кого-то еще там, или который там у этого Курбатова, вице-премьера. И процессы становятся все более жесткими. Я вообще не удивлюсь, я уже вот Шелеста посмотрите, я ему давал интервью, вот, новое на его канале, я думаю, будет вам интересно, он должен выставить его. Я не удивлюсь, например, вот, если Джонсон возглавит офис президента Зеленского. Я считаю, что это было бы очень удачное назначение. Особенно в условиях, когда вот-вот должна, как я понимаю, начаться Северо-Балтийская война, особенно в условиях, когда Эстония сейчас установит контроль над этими своими водами, которые приведут к тому, что они будут досматривать российские корабли, которые будут выходить с портов Балтийского моря. Ну так, на минуточку, да, Путин с этим согласится. Ну что он сделает? Он поймет сразу по этим эстонским кораблям, чтобы они быстро ушли на корм рыбам там в Балтийском море. То есть практически ситуация с Эстонией усугубляется. Ну я же говорил вам, что все-таки Вайна, он как-никак внук последнего первого секретаря Коммунистической партии Эстонии в рамках КПСС. Вайна возглавлял. Поэтому, ну, конечно, он хочет, так сказать, не отстать от своего деда и вернуть все то, что тяжело было, так сказать, наворовано в те времена. Поэтому, я думаю, тяжким трудом, говорит, да, свечной заводик. Поэтому, естественно, что Эстония вполне возможно будет как бы первым таким испытательным пилотным проектом вот этой Северо-Балтийской войны, тем более Турция, Швецию и Финляндию, соответственно, не пропустит, и Венгрия их тоже не ратифицирует. Поэтому, тем более, снова министр их венгерских иностранных дел заявил, что 10-й пакет, этот, который хотят принять санкции против России, это Европу заведет в полный тупик. То есть Венгрия четко стоит на этих позициях. Собственно, поддержки Путина, и они менять эту позицию не собираются, они не дают ни вооружения Украине, хотя у них много этого оружия, они не хотят, чтобы оружие шло через их территорию, как это Польша и другие, там некоторые Словакии делают. То есть практически Венгрия занимает совершенно такую, ну, по сути, пропутинскую позицию. То есть она, по сути, является членом коалиции Путина в этой всей войне против Украины, ну и западного мира. И в связи с этим еще очень важное заявление сделал Лавров, который сказал, что, по сути, гибридная война с Западом переходит уже почти в реальную, постоянную, открытую войну. То есть это уже не гибридная война, а почти настоящая война. То есть практически уже и Путин, и все эта его бригада, они понимают, что они не с Украиной воюют, они воюют с Западом. Запад сейчас будет давать тяжелую военную технику, к этому все идет. А если он ее дает, значит, украинская армия, как бы там ни было, она может пробить эту оборону фронта. Если она пробивает фронт, она вырывается на оперативный простор, ее там не остановить. В районе Сватово-Кременное, или же она переходит в левый, начинает уничтожать левый мешок Херсонский, если дают вот эти вот стрелять на 160 километров снаряды и так далее. А если F-16 дают, тогда вообще им гаплык. А через там месяца полтора-два придут патриоты.
Ну и так или иначе все близится к тому, что должны эти леопарды прийти вместе с абрамсами. И поэтому для Путина он не может ждать. Он должен нанести удар сейчас. Потому что если он не наносит сейчас удар, то практически через месяц-два появляется тяжелая бронетехника, авиационная, если уже заявили февральский Рамштайн, это будет авиационный Рамштайн. Но Шольц не сдается, он леопарды не дает, но говорят, что может дать так называемые леопарды могут прийти от других стран, которые, так сказать, по сути, являются, которые их имеют. Да? Польша очень много, сотни леопардов имеет, и Греция имеет леопарды сотни. То есть практически могут дать леопарды. Если тогда дают леопарды, то плюс тогда могут сейчас абрамсы прийти, даже хотя бы там 50-100 штук и больше. А если это все приходит, то, конечно, тогда вот есть табличка такая, она была опубликована, у кого сколько этих леопардов. Испания там имеет, и там и у этих скандинавских стран они есть. То есть, по сути, ситуация такая, что могут дать эти леопарды. И тогда, если дают леопарды, то понятное дело, что там 300 леопардов, правильно Залужный говорил, ему надо 300 новых таких западных тяжелых танков. То есть, например, там 200-300 абрамсов, там 200-300 леопардов, и тогда, конечно, Путину и его банде гаплык приходит. Поэтому он ждать не будет. Я думаю, есть ультиматум, и министр сейчас иностранных дел Италии про это заявил, что если, например, Российская Федерация прекращает огонь и наступление, то тогда Украина должна заявить, что она готова начать какие-то типа переговоры и тоже прекратить наступление. То есть мы подходим к какой-то очень важной, тяжелой, критической точке. А если будет прекращение, я вам рассказывал, войны, боевых действий в Украине, то у Путина полностью развязаны руки, чтобы нанести удар по Литве, Латвии, Эстонии. Тем более там логика, вот если вы посмотрите, там идут также события, вот сейчас они практически уже послов отозвали, и Латвия, Эстония с Россией, и Россия забрала своих послов, видимо, сейчас с Литвой то же самое будет. То есть и с Белоруссией, то есть они понижают уровень до временно поверенных. Так было в Украине. То есть все шаги, которые происходят сейчас, они зеркально фактически совпадают с подготовкой второго этапа войны. Вот в феврале уже будет, собственно, сегодня 24 января, уже будет, чуть раньше будет, уже год войны. Символически 24 февраля. Поэтому вот фактически сейчас то же самое. Вполне возможно, что Путин уже ждать не будет, и он бахнет по Эстонии, собственно, в начале февраля. А может по Киеву, я вам это называл. То есть какая-то близится, какая-то очень критическая ситуация. В связи с этим, какой я могу только совет один давать, плюс облавыш идут вот это мужчин, что внутри страны вот эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по хабарництву, по краже государственных народных денег, имущества и в Минобороны и так далее, завышенные цены и прочее, свидетельствуют о крахе режима Зеленского и слуг народа. То есть это означает, что нужны какие-то серьезные вещи, изменения. И одними бла-бла-бла про какие-то там вражеские нарративы, да, то есть Резников говорит вражеские нарративы. Ты уйди в отставку вначале, а потом увидим, вражеские они или не вражеские. То же самое Буданов, там, Шмигаль. Хватит языком болтать. Вы там возьмите и решите вопрос с этим, так сказать, Роговым, например, или Балецким в Запорожье. Вот что-то сделайте позитивное, а то, что вы фотку сделали совместную, так и этот Резников тоже там на Рамштайне делал, там штук 30 в Инстаграме выставил. Вот, это ж ничего не дает. Вы должны делать реальные дела. Вы наши слуги по Конституции. Мы все вас оплачиваем, все. Вы получаете свои зарплаты, деньги, все, что у вас есть, благодаря нашим деньгам.
вы грабят украинцев с помощью таких этих налогов, как придумывают те, что там слуги сидят в Верховном Совете всякие, да, вот там, где там Гетманцев или как там. Вот Яценюк опять проснулся, стал там делать новую передачу, с Гордоном сделал. Мне интересно, а где же Паровознюк? Он же тоже так это классно про Гордона и Яценюка говорил. Где это морковка может, где это зеленка и так далее, и так далее. Где это пуля в лоб, так пуля в лоб, Яценюк. На передовую иди, да и все. И там рассказывай, и Гордона возьми, он будет военным корреспондентом у тебя. Тебя будет описывать твои боевые действия там где-нибудь возле Бахмута. А болтать, вот это сидеть у Гордона, это в принципе ума не надо. Видите, опять высунулся. А почему? Пышный, глава Нацбанка Украины. Уберите Пышного, не будет, видимо, Яценюка. Что ж тут непонятного? А вот эти, то, что заявили, что кинотеатры в Крыму якобы каким-то образом относятся к Яценюку собственность. Правда, неправда, кто его знает. Деркач тут сказал, что это не его. А Яценюк молчит, ничего не говорит. А эти нам говорят, что это его частная собственность в Крыму Яценюка. Так он бы лучше про это рассказал бы. А то он все там себя там изображает, такой парень, да. Ты расскажи, там, пуля в лоб, так иди на фронт, пуля в лоб. Вот как раз сейчас можешь показать на практике. Пуля в лоб, так пуля в лоб. Вот мне комментарии про него пишут, говорят, так это ж пуля в лоб. А говорит, а где Юля Владимировна? Кричал, Юля, Юлечка, где ж Юлия Владимировна? Чего ж ты ее бросил? А, Яценюк. А, с Гордона. А Гордон, интересно, как? Он так, они там, у них кооперация или как у них происходит? Или взаимовыгодно это все? То есть мы видим с вами кучу всякого бла-бла-бла-бла-бла, вот этих вот, которые были все время при власти и которые все время нам рассказывали, как нам надо жить. А теперь, когда 20 почти процентов территории потеряно, они все по кустам разбежались. Вперед, ребята, вперед, идите, отрабатывайте наши деньги, которые вы у нас украли. Во все времена. Это же ваша деятельность, ваша государственная деятельность привела к этому краху, который сегодня есть. Украина банкрот, Украина в дефолте, Украина без оружия, ничего не производит, не наступает. И Путин поставил Зеленскому ультиматум. Ну вот, я так все думаю. Давайте посмотрим, прав я или не прав. Недолго ждать осталось, где-то пару дней еще. Это неделя где-то, вот критическая неделя будет до февраля. Дальше Путин терпеть не может, потому что у него у самого ну просто гибельная финансово-экономическая ситуация. Ему надо, он не может в длительную игру играть.